Всем привет! Сегодня мы будем вязать очень простой, но красивый узор с удлиненными лицевыми петлями. Вот так выглядит узор с лицевой стороны. И давайте покажу изнаночную сторону узора. А вот так выглядит изнаночная сторона узора. Узор вяжется очень легко, и схема узора запоминается быстро. Давайте начнем вязать. Для вязания узора на спице нужно набрать количество петель кратно 8, плюс 4 петли для симметрии узора и 2 кромочные петли. Мы начинаем вязать первый ряд. Обратите внимание, что первый ряд — это у нас изнаночная сторона работы. Вяжем первый ряд, все петли первого ряда и все петли нечетных рядов у нас будут изнаночными. Вяжем изнаночные петли до конца ряда. Вяжем второй ряд. Обратите внимание, что второй ряд и все четные ряды — это лицевая сторона нашего вязания. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Начинаем раппорт узора. 4 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая и 4 лицевая петля. Далее 2 лицевые петли нужно провязать вместе. Провязали. Теперь нужно сделать один простой лицевой перекид. Для этого мы снимаем первую петлю на левой спице как лицевую. Обратите внимание, как у меня расположена петля, это очень важно. Вот таким образом она у меня расположена, а я ее снимаю как лицевую, как будто бы собираюсь провязывать, но не провязываю. Пересняла. Следующую за ней петлю я провязываю лицевой, и теперь не провязанную, но переснятую петлю я перекидываю на только что провязанный. Вот что у меня получилось. На этом раппорт узора подошел к концу. Вы повторяете его до конца ряда, то есть вяжете 4 лицевые петли, 2 петли лицевой вместе, 1 простой лицевой перекид. А ряд нужно закончить 4 лицевыми петлями. 1 лицевая, 2, 3 и 4. И заканчиваем кромочной. Вяжем третий ряд. Это изнаночная сторона работы. Весь третий ряд и все нечетные ряды мы провязываем изнаночными петлями. Вяжем четвертый ряд. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Начинаем раппорт узора. 4 лицевые петли. 1, 2, 3 и 4 лицевая петля. Теперь нам нужно провязать одну удлиненную петлю. Мы находим между первой и второй петлей на левой спице протяжку. Вот она у нас, первая протяжка, она нам нужна для ориентира. Теперь мы должны спуститься на еще одну протяжку вниз. Вот находим вторую протяжку. Видите, где она у нас? Вот здесь. Вставляем в нее правую спицу, подхватываем рабочую нить и вытягиваем удлиненную петлю. Далее провязываем 2 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая. Теперь под ту же самую протяжку, из которой мы доставали первую удлиненную петлю, вставляем туда же спицу правую и вытаскиваем еще одну удлиненную петлю. Вот таким образом. На этом раппорт узора подошел к концу. Так нужно будет повторять до конца ряда, а ряд нужно закончить 4 лицевыми петлями перед кромочной. 1 лицевая, 2, 3 и
4 лицевая петля. Далее кромочная. Вяжем 5 ряд. Все петли 5 ряда мы провязываем изнаночными. Вяжем 6 ряд. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Начинаем раппорт узора. 2 петли вместе лицевой. Один простой лицевой перекид. Снимаем с левой спицы на правую петлю как лицевую, не провязываем. Следующую за ней петлю провязываем лицевой. И переснятую, но не провязанную петлю мы перекидываем над только что провязанной петлей. Так у нас получился один простой лицевой перекид. Далее вяжем 4 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая, 3 и 4 лицевая петля. На этом раппорт узора подошел к концу, и вам нужно будет так повторять до конца ряда. А ряд нужно будет закончить следующим образом. 2 лицевые петли вместе, лицевой провязали и 1 простой лицевой перекид. Снимаем петлю, не провязывая, снимаем как лицевую. Следующую за ней петлю провязываем лицевой. И переснятую, но не провязанную перекидываем над только что провязанной петлей. Ряд нужно закончить кромочной петлей. Вяжем 7 ряд. Все петли 7 ряда мы провязываем изнаночными. Вяжем 8 ряд. Кромочную петлю мы снимаем, не провязывая. Теперь нам нужно провязать одну удлиненную лицевую петлю. Мы на левой спице между первой и второй петлей находим вторую протяжку. Вот это первая протяжка, вот это вторая протяжка. Заныриваем в нее правой спицей, подхватываем рабочую нить и вытягиваем удлиненную петлю. Далее провязываем 2 лицевые петли. 1 лицевая, 2 лицевая петля. Теперь нам нужно сделать вторую удлиненную петлю в протяжку, через которую мы вязали первую удлиненную петлю, заныриваем спицей, подхватываем рабочую нить, подхватили и вытянули удлиненную лицевую петлю. Далее провязываем 4 лицевые петли. 1 лицевая петля, 2 лицевая петля, 3 и 4 лицевая петля. На этом раппорт узора подошел к концу. Вам нужно будет таким образом повторять до конца ряда. А ряд нужно будет закончить одной удлиненной лицевой петлей, как в 4 ряду мы вязали, и 2 лицевыми петлями, и плюс еще одной удлиненной лицевой петлей. То есть мы сейчас свяжем одну удлиненную лицевую петлю. Находим вторую протяжку снизу, здесь, заныриваем в нее правой спицей, вывязываем удлиненную петлю, далее провязываем 2 лицевые петли, 1 лицевая и 2 лицевая петля. Снова возвращаемся правой спицей в протяжку, через которую только что провязывали удлиненную петлю, провязываем вторую удлиненную петлю, и далее у вас должна быть кромочная петля. Вот что у нас получилось. 9-й заключительный ряд нашего раппорта мы провязываем все петли изнаночными.
Мы провязали 9 рядов, вот что у нас получилось. Теперь вам нужно будет повторять все ряды со второго, обратите внимание, со второго, не с первого ряда, со второго по 9 ряд до нужной вам высоты. Давайте я покажу, как будет выглядеть узор с большим количеством раппортов. Вот таким образом он будет у вас выглядеть. Друзья, большое спасибо за просмотр. Спасибо за лайки. Подписывайтесь на канал. Впереди будет много красивых и интересных узоров. До новой встречи!